Всем привет! Итак, мы просили 35 тысяч лайков, а получили 65. И огромное количество комментариев с четким названием блюд. Это дает шанс на долгую жизнь новой рубрики «3 топ-блюда от подписчиков». Начнем с нежного миндального десерта из Финляндии – пирожные Рунеберга. Берем 150 грамм сливочного масла или маргарина комнатной температуры и кладем в емкость. Затем добавляем 100 грамм обычного сахара и 100 грамм коричневого. Все перемешиваем, разбиваем 2 яйца и добавляем к сладкой массе. Отдельно объединяем сухие ингредиенты: 100 грамм миндальной муки, 150 грамм пшеничной, 150 грамм панировочных сухарей, 1,5 чайных ложки разрыхлителя, 2 чайные ложки корицы и пол чайной ложки соли. Теперь все перемешиваем. Соединяем 2 массы и добавляем 125 мл сливок жирностью 20%. По классике пирожные Рунеберга должны быть цилиндрической формы. У нас есть подобные формы для кексов и 2 кулинарных кольца. В кексницу кладем бумажные формы, а кольца смазываем растительным маслом. Теперь выкладываем тесто и распределяем ложкой. Отправляем в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Пока они готовятся, сделаем сироп для пропитки пирожных. Нам понадобится 100 мл воды и 2 столовые ложки коричневого сахара. Сироп доводим до кипения и добавляем сок половины лайма и 1 мл ароматизатора рома. Пирожные Рунеберга традиционно украшают кольцом из сахарной пудры. Для этого берем 100 грамм пудры и добавляем по чуть-чуть воду. Мы должны получить густую пасту. Финский десерт декорируют малиновым джемом. Поскольку у нас сейчас сезон свежих фруктов и ягод, воспользуемся этим. На пирожное кладем перетертую сахаром малину и обводим вокруг кольцом из сахарной пудры. Еще варианты. Формируем кольцо и кладем 3 ягоды малины. Хочется еще поэкспериментировать. А давайте еще попробуем с персиком. Это действительно вкусное миндальное пирожное. Но есть чувство, что что-то забыли. Точно, сироп с ароматом рома. Пропитываем оставшиеся пирожные сиропом и украшаем. Пирожные получились очень мягкими, как нежные спонжи с миндально-ромовым вкусом. Вот только возникает чувство, что главное найти баланс между десертом и размером того, что ниже спины. Вторым приготовим блюдо, которое зацепило своим названием и повторялось неоднократно в комментариях. Это литовские цепелины. Они готовятся из привычных для нас продуктов. Берем 800 грамм картофеля и 200 из них отвариваем на пюре. Когда картошка будет практически готова, чистим оставшуюся и нарезаем крупными кусками. Далее измельчаем в блендере или на мелкой терке. Без фанатизма сцеживаем лишнюю жидкость. Важно, чтобы картофель не потемнел, поэтому добавляем немного сока лайма или лимона. Толчем вареный картофель и добавляем к натертому. Кладем 2 столовые ложки картофельного крахмала, солим, перчим и замешиваем тесто. Для начинки берем 2 небольшие луковицы и 2 зубчика чеснока. Измельчаем в блендере и добавляем в свиной фарш. 250 грамм мяса будет достаточно. Солим, перчим и перемешиваем. Теперь посыпаем доску картофельным крахмалом и делаем круглые лепешки. Теперь выкладываем в середину фарш и плотно защипываем края, формируя цепелин. Он похож на маленький дирижабль. Теперь посыпаем сверху крахмалом. Когда цепелины все слеплены, кладем их в кипящую и подсоленную воду. В
кастрюле должно быть просторно, иначе цепелины будут разваливаться. Варим их примерно 25 минут на среднем огне. И пока они готовятся, делаем фирменный соус. Нарезаем на небольшие ломтики 100-200 грамм свиной боковины. И обжариваем со всех сторон 2-3 минуты на сковороде. Эх, сколько раз пробовала, и так не получается. Затем нарезаем лук, добавляем в сковородку и жарим еще 2 минуты. Заливаем все это дело сметаной, солим, перчим и тушим около 5 минут. Готовые цепелины выкладываем на тарелку и даем стечь лишней воде. Картофельные дирижабли подают теплыми и с фирменным соусом. Еще говорят, их можно жарить. Кто пробовал, напишите, какой вариант вкуснее. Вы знаете, привычные для нас продукты, картофель и мясо, здесь имеют совершенно новое звучание. В такие моменты всегда жалеешь, что камера не передает обалденный запах и вкус. Самая горячая тема в комментариях в течение длительного времени – это бишбармак. Андрей с большой ответственностью подошел к этой теме и купил 4 килограмма баранины, 4 килограмма говядины, конину не нашел, и красивенное блюдо. Мясо нарезаем на довольно крупные куски размером примерно в 300 грамм. Промываем и кладем в казан с водой. Туда же 3 большие луковицы. Доводим воду до кипения и тщательно снимаем пену. Затем уменьшаем огонь и варим до готовности не менее 3,5-4 часов. Сегодня снимаем с головы кулинарную корону и честно признаемся, что вряд ли мы сумеем приготовить настоящий бишбармак, как, допустим, коренной казах. Но мы постараемся. Делитесь в комментариях и своим опытом приготовления этого роскошного мясного блюда. Примерно за полчаса до готовности мяса солим бульон. Щедро, основательно, но главное не пересолить. Пока варится мясо, занимаемся лапшой. Мы купили готовое тесто. Нарезаем его ровными полосами по 5 см, а после на ромбы. Наконец-то пришло время для мяса. Готовые кусочки шумовкой достаем из кастрюли, а в кипящий бульон забрасываем лапшу и варим до готовности примерно 3-5 минут после закипания. После этого достаем из казана и красиво раскладываем по блюду. Заранее нарезаем кольцами лук, забрасываем его в казан и провариваем буквально минутку. Он просто должен потерять свой объем и жгучесть, но ни в коем случае не стать банальным вареным луком. А сейчас приступаем к самому ответственному делу. Отделяем мясо от кости. Обычно подается бишбармак без особых изысков. Блюдо с лапшой и мясом по центру. Еще порционно к нему наливают в пиалы бульон, в который неплохо бросить немного петрушки. Аппетитное мясное блюдо стоит разбавить большим количеством овощей для лучшего переваривания. Представьте, давние времена, огромная степь и вся большая семья садится у горящего очага. Старейшина начинает делить бишбармак между членами семьи и дорогими гостями по старшинству. Бишбармак – то кушанье, которое исторически брали из общего блюда руками и ели с огромным наслаждением. Как же это вкусно! Вот такой интернациональный и колоритный получился сегодняшний выпуск. Если вам понравилась новая рубрика,
то продолжайте ставить лайки. Всего 35 тысяч лайков, и мы развиваем эту тему. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч! Всем пока!